Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Моя фамилия Брюховецкий Андрей Степанович. Я доктор медицинских наук, профессор, директор клинического госпиталя Нейровита. Мы продолжаем цикл наших лекций о деятельности нашей организации. И сегодня мы поговорим о раке. Мне бы хотелось предложить вам новую терапевтическую парадигму терапии рака. Мы назвали ее персонализированная адаптивная иммунотерапия прогрессирующих и рецидивных форм рака и других злокачественных новообразований, резистентных к конвенциональному противоопухолевому и иному лечению, регламентированному клиническими рекомендациями и стандартами. То есть про себя мы называем эту программу антихоспис. Она направлена на контингент паллиативных пациентов, когда вроде бы уже нет никаких шансов на спасение. Но мы так давно, уже почти 20 лет занимаемся этими онкологическими пациентами, что мы разработали свой протокол и хотим предложить его вашему лечению. В его создании принимали участие несколько государственных учреждений. Это Новосибирские НИИ цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, это наш госпиталь. Также принимали участие специалисты медицинского радиологического научного центра имени Анатолия Федоровича Цыба из Обнинска, специалисты Минс онкологии имени Блохина, да и многие другие сотрудники. О чем идет речь? Ну, всем понятно, что сегодня рак является второй по частоте причины смерти населения. И он неуклонно прогрессирует, неуклонно растет, количество смертей растет. И количество паллиативных пациентов также стремительно растет и пока не имеет тенденции к уменьшению. Почти все онкологи сходятся на выводе, что решение есть только в специализированной, персонализированной терапии этих заболеваний, которая и может дать, попытаться дать какое-то решение этой проблемы. Персонализированная медицина, она, в общем-то, предполагает как бы 3П. Прогностический подход, превентивный подход, предупредительный, и персонализированный, то есть предлагать какие-то уникальные способы лечения и управления заболеваниями под индивидуально разработанные критерии каждого человека. Сама идея персонализированной иммунотерапии рака и других опухолей предложена Жан-Франко Росси, это французский профессор гематологии, который из Монпелье, который в свое время очень четко сформулировал, что такое персонализированная или прецизионная иммунотерапия рака. Он сказал, что эта терапия онкоиммунными препаратами и клеточными продуктами основана на генетически модифицированных, неманипулированных аутологичных иммунных клетках пациента. И, в принципе, он оказался прав, потому что именно прецизионная онкология, высокоточная онкология, способная точно оценить количество клеток и оценить количество клеток, которые пострадали, она имеет большие перспективы и в ближайшее время будет стремительно развиваться. В норме у каждого человека есть 500 тысяч раковых клеток. Но, тем не менее, его иммунная система их нормально контролирует, и рак не развивается. Если в ней происходит пробой, то и количество клеток увеличится за 10 в 9, мы говорим, это предрак. Количество клеток увеличилось больше в 10 в 9, то есть больше миллиарда, мы говорим, да, это рак. То есть проблема рака – это проблема количества опухолевых клеток в организме и нарушение контроля их количества в организме собственной иммунной системы. Вся лечебная терапевтическая тактика может быть разделена тоже на следующие этапы. Хирургия, онкохирургия работает до 10 в 9, дальше глаз человека не видит. Соответственно, химия и лучевая терапия работают 10 в 9 и 10 в 7. Итак, всего два диапазона, на которых работает лучевая и химиотерапия. Дальше должна работать иммунотерапия или собственная иммунная система и, соответственно, иммунорегуляция. Таким образом, получается, что
прецизионная онкоиммунология, она сводится именно вот к этим позициям. То есть, когда количество клеток является от 0 до 10^7. Соответственно, иммунный ответ при раке, он очень специфичен. То есть там нет системного, скоординированного реагирования иммунной системы на избыточное количество опухолевых клеток. Парадоксальные реакции или вообще редуцированные. Нет первичного и вторичного ответа, как при обычных инфекциях. Нет наработки специфичных антител. Нет продуктов взаимодействия. То есть есть целый набор определенных специфических особенностей реагирования иммунной системы на раковые клетки. Все существующие методы, которые применяются в лечении рака, были разработаны для лечения всевозможных инфекций, вирусов и прочего, прочего. К сожалению, они пока низкоэффективны, именно поэтому иммунотерапия себя широко не зарекомендовала. Только в последние дни появились моноклональные антитела, которые строят свою стратегию на лечении контрольных точек, иммунные, то есть на конкретно иммунных механизмах опухолевых клеток. Значит, решением и прорывом, которое произошло в современной онкологии, явилось персонализированные генотерапевтические препараты для лечения лейкозов, хорошо известные как CAR-T-19 клеточные технологии. Это официально разрешенный метод лечения, основан на использовании собственных клеток пациента для разрушения лейкемических клеток. Речь идет в основном о новой терапевтической парадигме, которая позволяет подобрать индивидуальное лечение при остром лимфобластном лейкозе. Я не буду останавливаться на карте терапии, скажу принцип, который лежит в основе этих генотерапевтических иммунных препаратов для лечения рака и онкологических больных. В основе создания этих технологий лежит метод геномного редактирования. Он основан на том, что чтобы удалить мутантный ген, в результате которого формируется раковая клетка, применяют молекулярные ножницы в виде нуклеаз или цинковых пальцев, талент-технологии, CRISPR-Cas9 технологии. То есть это технологии геномного редактирования, которыми удаляется патологический ген, и на его место с использованием технологий плазмид, вирусов, векторов пытаются поставить здоровый участок гена. Вот здесь представлена классическая генноредактированная технология, когда мы видим, что есть повреждение, мы удаляем нуклеазами это повреждение, на его место в зону дефектного сегмента ДНК мы вставляем здоровый сегмент ДНК. Но, к сожалению, той ситуации, которая сложилась сегодня в Российской Федерации, недружественные нам государства ограничили наш доступ к существующим подходам этой технологии. И мы вынуждены искать свои какие-то альтернативные пути решения проблемы. И нам кажется, что мы нашли подобный путь, и мы попытаемся сейчас представить вам то, до чего мы додумались. Ну, что было точкой отсчета? Мы пытались понять, чтобы создать альтернативные технологии иммунотерапии в онкологии, нужно понять, почему у одних животных есть рак, а у другого его нет. Мы достаточно серьезно изучили все исследования в этой области. Сегодня мы знаем, что, например, слоны не болеют раком, обезьяны, шимпанзе не болеют раком, голые землекопы не болеют, слепыши, акулы. И сегодня достаточно понятен механизм, почему же они не болеют. Например, профессор Дэвид и Зиммерман показали в своей работе, это из Чикагского университета, что, например, у слона есть 20 копий подавляющей опухоли гена ТП53. И как только появляется опухоль, то соседние клетки начинают вырабатывать этот ген, и, собственно, быстрые клетки опухолевые клетки совершают суицид и погибают. У голых землекопов другая ситуация. У них формируются, как только появляются опухолевые клетки, соседние клетки начинают секретировать бета-интерферон, который, собственно, и элиминирует все клетки. То есть у всех этих животных существует генетическая программа, которая позволяет осуществить противоопухолевую защиту. И мы подумали, если это есть в природе, значит этот механизм существует в принципе. И его можно подсмотреть, и его можно попытаться использовать.
20 лет занимаюсь, больше 25 лет занимаюсь гемопоэтической стволовой клеткой, я для себя сделал достаточно ортодоксальные выводы. И была высказана такая гипотеза, что в норме в организме здорового человека имеется около 50 тысяч, кто-то говорит 200 тысяч клонов гемопоэтических стволовых клеток. Мы считаем, что именно эти клоны стволовых клеток несут на себе те же функции, как ген Т53 у слона и бета-интерферон у землекопа. И именно поликлональность, многообразие клонов кроветворных клеток – это и есть ключ к самозащите человека от рака и других злокачественных новообразований. Почему именно гемопоэтическая стволовая клетка? Гемопоэтическая стволовая клетка в иерархии всех 220 типов клеток, которые есть в нашем организме, стоит на самом верху. Ее клеточный цикл самый медленный. Теория систем Норберта Винера говорит, управляющей является самая медленная фаза. Клеточный цикл ГСК составляет 360 дней. Ну, кто-то говорит 20, кто-то говорит 55 недель. Но медленнее клетки, чем клетка ГСК, нет. Поэтому все другие клетки организма находятся в подсистеме к ней. Поэтому мы пришли к выводу, что именно она является управляющей. Но именно в этом и заключена божественная мудрость, что была создана не одна ГСК, а были созданы 50 тысяч или 200 тысяч клонов этих клеток, которые с нами вместе развиваются, и они есть. То есть в организме человека именно поликлональность кроветворения обеспечивает, что основные клетки, которые направлены врожденного иммунитета, это НК-клетки, НКТ-клетки, гамма-дельта-клетки, бета-1 клетки, они все идут из разных клонов. И именно вот как на лугу, когда растут все цветы, именно многообразие клонов позволяет создать огромное количество клеток, которые способны удержать эту опухолевую прогрессию, которая возникает, и обеспечить тот минимальный уровень 500 тысяч клеток в организме. В свое время профессор Сивеки из Дрезденского университета и его лаборатория достаточно долго занимались проблемами иммунной памяти и проблемами ответа то есть ответа иммунной системы на различные воздействия. И на модели гемопоэтической стволовой клетки, на которую воздействовали искусственные бактерии, липопротеиды, они показали, что в организме человека гемопоэтическая клетка – это не просто клетка, которая производит себе подобных. Это не главная мама всех клеток крови нашего организма. Как бы нам не хотелось сказать, это главный инструмент памяти, иммунной памяти всего организма. Как это происходит? Они смоделировали, показали. Вот есть антиген, это может быть бактерия, опухолевый антиген, вирусный антиген. Попадая в гемопоэтическую стволовую клетку, он активирует белок CEBP-бета. И он формирует вот такую маленькую засечку в ДНК. И вот эта закладка, наверное, правильно сказать, закладка не в геноме, а рядом, над геномом, позволяет в случае, когда что-то происходит, когда организм повторно встречается с этим антигеном, гемопоэтической стволовой клетке организовать мощнейший бурный иммунный ответ, который моментально убьет этот антиген. Но клетка погибнет, потому что активация этого белка, он для клетки является белком смерти. Но тем не менее стало понятно, что главный инструмент иммунной памяти и главный инструмент, организующий иммунный ответ, является гемопоэтическая стволовая клетка. Соответственно, мы высказали вторую гипотезу, что моноклональность и олигоклональность кроветворения при раке формируют доминирование определенного онкоспецифического клона, который постоянно расширяется, и потомки вот этих гемопоэтических клеток этого клона, они заполняют практически всю нашу кровь. Все миллиарды клеток крови нашего организма становятся потомками вот этого одного-двух клонов клеток. Как это происходит? Потому что, встречаясь с опухолевой клеткой, мы всегда считали, что гемопоэтическая клетка является управляющая,
Она дает свои белки, белки гасят опухолевую клетку, в ней запускается аптоз, она погибает. На самом деле оказалось не так. Опухолевая клетка тоже получает онкоспецифические белки и в итоге становится или раковой стволовой клеткой, или иммунизированной клеткой, которая не различает дальше эти опухолевые клетки. Мы подтвердили свою гипотезу экспериментальными работами. Вот здесь мы показываем, красными покрасили стволовые клетки глиобластомы, а зеленые — это гемопоэтические стволовые клетки человека. И мы показываем, как через 48 часов между ними произошел горизонтальный и вертикальный обмен, то есть появился клон, который стал более медленным, чем все гемопоэтические стволовые клетки. И он стал доминирующим управляющим. Мы подтвердили эту ситуацию на раке легкого, мы подтвердили эту ситуацию на раке молочной железы. Здесь вот снова глиобластома. И видим, что в здоровой ткани на фибробластах ничего подобного не получается. Таким образом, появление клона и его постепенное расширение приводит к тому, что все клетки этого клона становятся иммунотолерантны к клеткам рака. И рак развивается, цветет и разрастается. Это заметил в свое время Николай Николаевич Трапезников, который сказал, проблема рака — это проблема патологической стволовой клетки, которая является доминирующей. Это бывший директор Института онкологии, Российского национального института онкологии. С ним была группа ученых, Есартия и профессор Дейчман. Они провели исследования на больных с остеогенной саркомой, без метастазов, пытаясь, в общем-то, профилактировать метастазы, получили достаточно хорошие результаты. К сожалению, они не смогли опубликовать их, умер Николай Николаевич Трапезников, ушли эти ученые. Но через много лет профессор Тупицын Николай Николаевич, анализируя результаты его работы, увидел пациентов, которые действительно смогли выжить. То есть из тех 24 человек, которые тогда пролечились, живых осталось практически 10 человек. Он проанализировал их, и они здоровы. И все бы хорошо, но сама по себе технология, реакция трансплантат, вернее, лечение аллогенными стволовыми клетками, она хороша, и трансплантация, наверное, когда-то будет эффективна. Но кроме реакции трансплантат против опухоли, практически адекватная ситуация является реакция трансплантат против хозяина, который убивает сам этого хозяина. Поэтому сама идея использования аутологичных клеток ГСК для лечения тяжелых больных, для профилактики прогрессирования их болезни, она реальна, но она пока еще далека от совершенства. Мы решили рассмотреть эту возможность использования собственных гемопоэтических стволовых клеток человека и предложили альтернативу аллогенной трансплантации и, как мы считаем, даже геномному редактированию. Это персонализированная адаптивная иммунотерапия аутологичными гемопатическими предшественниками с блокированной клональностью кроветворения. Как это происходит, мы расскажем. Что мы делаем? То есть, вернее, что является показанием к этому делу? Мы считаем, что показанием являются все больные, которым исчерпаны стандарты лечения и терапии, и которым, в принципе, но которые еще соматически более-менее благополучны, и с ними можно пытаться что-то сделать. Принцип технологии, что проводится природоподобная молекулярная, биотехнологическая, геномная балансировка хроматина доминирующих патоспецифических клонов, вот этих собственных клеток предшественников кроветворения, фрагментированные до размера от 1 до 10 нуклеосомных мономеров геномной ДНК человека. Я прошу не пугаться этого названия. Мы говорим, что это действительно фрагменты ДНК здорового человека, которые в особых условиях обрабатываются собственные клетки предшественников, и эти клетки предшественников приобретают новые свойства. И, собственно, природоподобная технология геномного балансирования, я попытаюсь рассказать ее на примере, в общем-то, достаточно понятном. То есть суть метода, что специальными базовыми условиями мы создаем как бы экс-виво, вне организма, рекомбинантную ситуацию, когда клетка способна принять ДНК или РНК здорового человека и за счет того, что мы дали ей возможность этого ресурса, сама использует механизмы своего саногенеза и самовосстановления для своей самореставрации.
В основе этого метода лежит, собственно, технология устранения неустойчивого генома специализированных клеток. И мы вот это показываем, что добавляя генетический ресурс поврежденной клетки, мы не хотим ножницами его убрать, а мы хотим, чтобы встроились другие дополнительные генетические конструкции, которые придуманы природой для лечения этого человека. Мы подчеркиваем, природоподобная технология. Эта технология существует в организме. Вот эти двухцепочечные ДНК или РНК, они всегда плавают в плазме человека, но они могут попасть в стволовую клетку только тогда, когда в ней созданы определенные условия и клетка готовится к митозу, делению. Ну, чтобы понятнее было, то есть мы не ножницами вырезаем патологию, а как на шиномонтаже, когда есть неустойчивость колеса, мы приходим и добавляем дополнительные балансировочные грузики, которые убирают эту неустойчивость. Вот, просто так, чтобы было понятнее, мы пытаемся показать, чем отличается наша технология от технологии геномного редактирования. Сделали все это в эксперименте, показали, что действительно любая схема ответа на стресс, она может проявляться клетки в геноме двухцепочечными разрывами, изменением структуры хроматина, столированием вот этой репликационной вилки, ингибированием. То есть вот эти все процессы, они все происходят. И, естественно, организм придумал механизм, как это сделать. Первое, он может сделать ремонт, он может вывести их в апоптоз или выход из клеточного цикла. Соответствующим образом были подобраны новосибирскими генетиками во главе с доктором биологических наук, нашим большим другом, крупным ученым Сергеем Станиславовичем Богачевым, была до деталей отработана молекулярная технология реставрации этих клеток. Он показал, что мы искусственным путем можем создать рекомбиногенную ситуацию, в которой клетка способна себя сама самореставрировать. И он проверил это на огромном количестве экспериментов, он метил эту меченую ДНК вот этими всевозможными метками, и мы видим, что ДНК встраивается непосредственно в геном и восстанавливается. Он описал вместе с кандидатом биологических наук Шурдовым Михаилом Аркадьевичем, описал эту концепцию рекомбиногенной ситуации, и те условия, при которых, собственно, ДНК могут интернализироваться внутрь этой клетки и ее реставрировать. Они показали возможные гомологические варианты этой рекомбинации. Они показали пути репарации этих вот сшивок, межцепочных сшивок, в зависимости от фазы клеточного цикла и при участии каких-то фрагментов экзогенной ДНК. Они подтвердили на генетическом материале эти все факты и достаточно серьезно, фундаментально показали, что клетки отреставрированы, приобретают новые свойства. Они омолаживаются, они восстанавливаются, они рестаурируются. Это стало залогом того, что стало понятно, что мы можем использовать собственные клетки этого человека для реставрации. Сама идея окна возможностей для персонализированной адаптивной иммунотерапии прогрессирующего рака складывается в том, что, изменив гемопоэтическую стволовую клетку, мы можем попытаться создать условия, которые позволят тем клеткам, которые были задавлены доминирующим клоном, здоровым клоном, выйти наверх и стать во главе кроветворения. Мы как бы кастрируем немножко клон, и он не способен к быстрому саморазмножению. И это позволяет в стрессовых условиях здоровым клонам выйти непосредственно в кроветворение и начинать заполнять кровь клетками, которые здоровы. А если это будут здоровые клетки, то мы знаем, что одна НК-клетка убивает 10 раковых клеток, 10 цитоксических лимфоцитов убивают одну раковую клетку, 3 здоровых гемопоэтических клетки всегда убивают опухолевую стволовую клетку. То есть мы гарантированно получим эффект возврата к тому состоянию, в котором человек раньше жил до раковой ситуации. То есть мы сможем удалить этот пробой. Собственно, клиническая реализация этого дела сводится к тому, что мы разработали определенные фазы этой персонализированной иммунотерапии. Забираем собственные стволовые клетки человека или с использованием лицензированной у нас технологии сбора гемопоэтических клеток
на американском вот этом аппарате ликварофореза, или забираем эти клетки непосредственно из костного мозга. Но еще раз, мы не занимаемся трансплантацией костного мозга. Мы используем эти клетки в первую очередь для того, чтобы выделить гемопоэтическую стволовую клетку из них с использованием аппарата Clinimax и иммуномагнитной сепарации. После этого мы исследуем их на клональность, мы смотрим 13 генов клональности. После этого мы смотрим протеомный профиль этих клеток, соответствует ли он клональности, потому что в данном случае это онкоспецифическая клональность, но может быть нейроспецифическая клональность, кардиоспецифическая клональность, и это очень важно, мы должны это понимать, на что можно делать. Дальше мы на модели отправляем этот биоматериал непосредственно генетикам в Новосибирск, где они отрабатывают варианты реставрации этих клеток и возможно ли восстановить эти клетки с использованием этих технологий. Они отрабатывают специальные базовые условия для реставрации и говорят нам, да, что в таких-то условиях, при таких-то конкретных факторах, в такое-то время, в такое-то место и так-то, так-то, если вы добавите определенные ДНК-структуры, то это позволит восстановить клетки. Насколько вообще это возможно? И разработка этих базовых условий является фундаментальной вещью. Ну а дальше, собственно, эта схема, собственно, иммунотерапии этого человека. Мы подавляем собственный клон и вводим эти клетки ему в его обычном состоянии. Собственно, это позволяет восстановить поликлональность и восстановить, ну, по крайней мере, какие-то функции природного, в смысле врожденного и приобретенного иммунитета организмом до болезни. Вот и все. Спасибо за внимание.